Глава 1966. Побег. Увидев это, Баахуа просто небрежно сложила своеобразную ручную печать, и раздался глухой удар, когда два столба полупрозрачного света вырвались из массивного цветка под парой каменных гигантов. Эти два столба света были быстры, как молния, и мгновенно достигли двух гигантов. Пара великанов, естественно, сильно встревожилась этим, и они попытались принять меры уклонения, но было уже слишком поздно. Два столба света полностью проигнорировали защитный духовный свет вокруг них, прежде чем исчезнуть в их телах во вспышке. У двоих гигантов был шанс только вскрикнуть от шока и ярости, прежде чем серия кристаллических цветов появилась на каждом дюйме их тел. Два каменных гиганта были мгновенно запечатаны слоем таинственного кристаллического вещества и полностью обездвижены. Баахуа молча подняла руку, оценивая двух каменных гигантов, и белый свет вспыхнул от кристаллического вещества над телами гигантов. Сразу после этого пара гигантов начала быстро уменьшаться, и в мгновение они превратились в пару объектов размером с кулак, которые были спрятаны в ее рукаве. Поздравляю с победой над этими могущественными врагами, госпожа. Хея поспешно подбежал, чтобы поздравить ее. Они были всего лишь тремя клонами Сюэ-Гуана. Их вряд ли можно считать могущественными врагами. В отличие от этого, 6 клонов Лю Цзи очень важные для нее союзники. Ей понадобится 100 лет, чтобы она восстановила свой прежний уровень силы, равнодушным голосом сказала Баахуа. Тогда мы должны преследовать и убить их всех? Это очень редкая возможность. Хея предложил в осторожной манере. Баахуа мгновение обдумывала это предложение, прежде чем ответить. В этом нет необходимости. У Лю Цзи определенно есть какая-то спасительная техника движения в рукаве. Даже если бы я преследовала ее изо всех сил, шансы на то, что я смогу поймать ее, все еще довольно плохи. Мой главный приоритет сейчас — цветок небесного облака. Если я позволю цветку ускользнуть, то будет очень трудно найти его снова в будущем. Поехали. Да, хозяйка. Уважительно ответил Хея. Сразу после этого гигантский цветок под Баахуа повернулся на месте, выпустив вспышку розового света, которая охватила их обоих, прежде чем телепортировать прочь. Таким образом, в район вернулись тишина и покой, и там как будто ничего и не было. В уединенной долине, находящейся за бесчисленные километры, в воздухе на фоне раскатов грома появились два мерцающих серебристых молниеносных образования разного размера. Меньшее из двух молниеносных образований находилось внутри большего, а в центре обоих образований стояла пара гуманоидных фигур. Один из них был молодым человеком в лазурной мантии, а другой был крепким мужчиной с парой алых крыльев, держащим в каждой руке серебряную формовочную пластину. Это были никто иные, как Хань Ли и Лэй Юньцзы. Готов ли ты, коллега Даос Хань? Теоретически я должен был понять эту двойную формацию молнии, но на самом деле я никогда не проверял ее, поэтому, если что-то пойдет не так, вот твой отказ от ответственности, взволнованно хмыкнул Лэй Юньцзы. Дуги молнии вращались вокруг его тела. Хе-хе, если что-то действительно пойдет не так, то так тому и быть. Мне просто придется смириться со своей судьбой. Однако, поскольку это теоретически правильно, мне нечего бояться. Я только что изучил эту двойную формацию молнии, и мне кажется, что в этом нет ничего плохого, с улыбкой ответил Ханли. Ты говоришь так, будто очень доверяешь мне. Но ты такой же дотошный и расчетливый, каким был несколько сотен лет назад. Хорошо, эти двое, вероятно, снова близки к тому, чтобы выследить нас. Пошли. Лэй Юньцзы закатил глаза, прежде чем швырнуть две формирующие пластины в воздух, и они во вспышке исчезли в двух молниеносных формациях. Сразу же после этого он поставил ручную печать и начал что-то воспевать. Две молниеносные формации были активированы среди грохочущих ударов грома, и бесчисленные дуги молний вспыхнули внутри формаций. Лэй Юньцзы издал громкий крик, и несколько молний громадной толщины вырвались из центра формирования молнии, чтобы одновременно поразить и его, и Хань Ли. Затем они вдвоем исчезли внутри образования молнии, и примерно через 15 минут поблизости вспыхнули пространственные колебания, после чего гигантский розовый цветок снова появился из воздуха. Лепестки цветка медленно раскрылись, открывая Баахуа и Хее, и выражение лица первой слегка изменилось, когда она бросила взгляд на то место, где когда-то располагалась двойная молниеносная формация. Почему колебания полностью отличаются от колебаний его прошлых телепортаций? Даже я больше не чувствую их потенциальную цель телепортации. Баахуа удивленно пробормотала про себя. Это невозможно. Разве вы уже не близки к тому, чтобы выяснить молниеносную формацию этого человека? Как это произошло? Воскликнул Хея. Не только это, но я также больше не могу ощущать следящую метку, которую я установила в нем, что означает, что он либо мертв, либо действительно сумел телепортироваться за миллионы километров, размышляла Баахуа. Услышав это, глаза Хе резко расширились, и он не знал, что сказать в ответ.
Судя по сохраняющимся здесь остаткам пространственных флуктуаций, скорее всего, второе. Похоже, я их недооценила. У них действительно был способ телепортироваться на такое огромное расстояние сразу. Так и быть, цветок небесного облака действительно весьма полезен для меня, но это не стоит энергии, необходимой для проведения гадания, чтобы выследить его снова. Пойдем на территорию людей. Там должно быть духовное лекарство, которое может полностью исцелить меня. Я смогу получить более подробную информацию только после того, как я добраться туда и снова провести гадание. К большому удивлению Хея Баахуа, казалось, ничуть не обеспокоилась этим и оставалась такой же спокойной, как всегда. Хее, естественно, не осмелился возразить и сразу же дал утвердительный ответ. Как только Бааху собиралась уйти, странное чувство внезапно нахлынуло в ее сердце, и ее брови слегка нахмурились, когда она бросила взгляд в определенном направлении. Однако после того, как она долго смотрела вдаль, она покачала головой, чтобы насильно избавиться от беспокойства в своем сердце, прежде чем покинуть сцену на своем гигантском цветке. За миллионы километров бесчисленные серебряные дуги молний внезапно вспыхнули из ниоткуда на фоне громкого удара грома над бескрайним озером. Дуги молнии мгновенно сформировали гигантское молниеносное образование, и вслед за вспышкой ослепительного серебряного света появились Хань Ли и Лэй Юньцзы. Двое из них осмотрели свое окружение, и на их лицах появилось ликующее выражение. Это сработало. Эта формация двойной молнии действительно смогла телепортировать нас на миллионы километров. Это чувство постоянного наблюдения наконец исчезло. «Давай разойдемся здесь, Даос Хань». Восторг на лице Лэй Юньцзы исчез, и он немедленно собрался уйти, не утруждая себя ненужными любезностями. Хань Ли кивнул в ответ, прежде чем на его лице появилось слегка несчастное выражение. Жаль, что для использования этой двойной формации молний требуется два человека с мастерством в формациях молний. В противном случае это была бы исключительная способность спасать жизнь. Хе-хе, в этом мире нет ничего идеального. Нам уже очень повезло, что мы столкнулись друг с другом и сумели уйти от преследователей. Как говорится, тех, кто пережил тяжелейший кризис, ждут благословения в грядущие дни. Возможно, удача ждет нас прямо за углом, усмехнулся Лэй Юньцзы. Ты уже был благословлен огромной удачей, чтобы получить этот цветок небесного облака, усмехнулся в ответ Хань Ли. А тебя тоже интересует цветок небесного облака, брат Хань? Спросил Лэй Юньцзы с намеком на улыбку на лице. Ты неправильно меня понял, брат Лэй. Цветок небесного облака действительно чрезвычайно ценный духовный предмет, но он противоречит искусствам совершенствования, которые я использую, поэтому меня это не интересует. Хорошо, я буду сейчас прощаться. Я надеюсь, что когда-нибудь снова увижу тебя, сказал Хань Ли, сложив кулак в прощальном приветствии. Выражение лица Лэй Юньцзы немного смягчилось, когда он услышал это, и он также ответил на приветствие Хань Ли. Желаю тебе безопасного и гладкого пути, брат Даос. Хань Ли больше ничего не сказал и в последний раз кивнул Лэй Юньцзы, прежде чем улететь в виде полосы лазурного света. После того, как Хань Ли исчез вдали, Лэй Юньцзы улетел в противоположном направлении в виде полосы серебряного света. Хань Ли летел в противоположном направлении от человеческой территории в течение 3 дней и 3 ночей без остановок, пока, наконец, не достиг унылой и бесплодной горы. Шансы быть обнаруженными дьявольскими существами были очень малы в таком уединенном месте, поэтому он остановился и спустился на полпути к горе. Он сделал ручную печать, что-то напевая, и слой желтого света окутал его тело, прежде чем он во вспышке исчез в горах. Спустя несколько мгновений Хань Ли снова появился в определенной пещере внутри горы. Он провел обоими рукавами по воздуху, чтобы выпустить несколько десятков флажков построения. Затем все флаги превратились в пятнышки духовного света, которые мгновенно исчезли в окружающем пространстве. В следующее мгновение вокруг пещеры появился слой слабого белого света, и только тогда Хань Ли вздохнул с облегчением и сел на гигантский камень в центре пещеры. Он перевернул руку, и несколько нефритовых флаконов разного размера появились один за другим, прежде чем были подброшены в воздух. Он высыпал из этих пузырьков нефритовую дюжину пилюль разного цвета, прежде чем съесть их все сразу, затем закрыл глаза и начал медитировать. Он должен был не только восстановить свою сильно истощенную магическую силу, но и усовершенствовать лечебные эффекты духовных лекарств, которые он употребил. Было бы невозможно выполнить обе эти задачи, не потратив, по крайней мере, 2-3 месяца. Глава 1967. Техника очищения. Хань Ли медитировал более 2 месяцев, и когда он снова открыл глаза, не только все потенциально вредные медицинские эффекты были полностью очищены, но и его магическая сила и духовное чутье восстановились до своего пика. Только сейчас Хань Ли почувствовал себя действительно расслабленным. В его нынешнем состоянии, даже если Юань снова выследит его, он будет уверен в своей способности противостоять ей в бою.
Очнувшись от медитации, Хань Ли на мгновение остановился, прежде чем перевернуть руку, чтобы достать белую деревянную коробку и флакон из синего нефрита. Золотой свет вырвался из его руки, и белая деревянная шкатулка тут же окуталась слоем золотого света, а затем сама поднялась в воздух. Затем Хань Ли перевел взгляд на флакон с синим нефритом, и в его глазах появился намек на волнение. Я слышал много необычных вещей об этой хаотической Цинь-Ян, но я не думал, что когда-нибудь смогу получить ее. Если я смогу ее усовершенствовать, мой прорыв на позднюю стадию интеграции тела будет практически гарантирован, пробормотал Хань Ли, прежде чем щелкнуть пальцем по крышке нефритового флакона. Крышка флакона отлетела сама по себе, и из флакона появился шар света, который тут же поднялся в воздух. Выражение лица Хань Ли слегка потемнело, когда его рука сразу же метнулась вперед, прежде чем сделать хватательное движение, подавив взрыв огромной невидимой силы, охватившей всю пещеру. Он потянул руку к себе, и шар лазурного света задрожал. Хань Ли бросил взгляд на шар лазурного света и начал внимательно осматривать его прищуренными глазами. В лазурном свете было два светящихся пятна размером с горошину, одно черное и одно белое. Синий свет вспыхнул в глазах Хань Ли, и две точки света, которые изначально были слегка размытыми, сразу же стали для него более четкими. Однако в тот момент, когда он ясно увидел два пятнышка света, он сразу же вздрогнул, когда на его лице появилось пустое выражение, и он был полностью прикован к месту. Спустя долгое время на лице Хань Ли внезапно появилось противоречивое выражение, и он стиснул зубы, прежде чем выплюнуть полный рот крови и резко упал назад. Какая мощная иллюзия реинкарнации! Хаотическая Цинь-Ян действительно так же страшна, как и провозглашают ее легенды. Если бы не тот факт, что мне удалось вернуться к реальности в последний момент, я бы полностью потерял себя навечно в мирах, образованных хаотичной Цинь-Ян, пробормотал Хань Ли с оттенком затянувшегося страха в глазах. В тот момент, когда он использовал свои духовные глаза ясного зрения, чтобы оценить хаотичную Цинь-Ян, он был привлечен внутренней силой, заключенной в ней, и погрузился в бесчисленные иллюзорные миры, не в силах вернуться к реальности. К счастью, он предвидел это заранее и вложил в себя взрыв энергии, который должен был взорваться в установленное время, чтобы принудительно разбудить его. В противном случае он, скорее всего, просидел бы здесь в оцепенении до дня своей смерти. Испытание, естественно, было очень тревожным для Хань Ли, но в то же время оно подтвердило ему, что это действительно была хаотическая Цинь-Ян и ничто иное. Если бы он смог усовершенствовать эту хаотическую Цинь-Ян, то прорыв к поздней стадии интеграции тела был бы почти гарантирован. Однако перед этим ему пришлось еще раз нанести визит двум старым дьяволам в запечатывающем дьявола замке. Имея это в виду, он внезапно указал пальцем на лазурный шар света. Раздался глухой удар грома, когда из кончика его пальца вырвалась тонкая золотая дуга молнии. Дуга молнии во вспышке погрузилась в лазурный шар света, а затем тут же выстрелила в ответ. Черно-белые точки света в лазурном свете оставались совершенно неподвижными, как будто ничего и не было. Однако на лице Хань Ли появилось довольное выражение, и он указал пальцем на пузырек из синего нефрита, который испустил вспышку белого света, которая охватила шар лазурного света, прежде чем втянуть его в пузырек. Хань Ли провел рукавом по воздуху, чтобы убрать нефритовый пузырек. Он положил руку на макушку, прежде чем медленно закрыть глаза. Вскоре вспыхнули пространственные колебания, и клон духовного чувства Хань Ли появился высоко в воздухе. Он осмотрел свое окружение, и его брови слегка нахмурились, когда он обнаружил, что оказался в мире снега и льда. Прежде чем он успел что-либо сделать, поблизости вспыхнули пространственные колебания, и две гуманоидные фигуры появились одновременно. Это были никто иные, как Фэн Се и Чо Цигун. Эти двое, казалось, были очень рады видеть Хань Ли, и Фэн Се усмехнулся, когда спросил: «Почему ты так долго, коллега Даос Хань? Брат Чо и я беспокоились, что ты попал в какую-то серьезную проблему. Я собирался прийти и встретиться с вами намного раньше, но в течение прошлого года за мной постоянно охотились могущественные враги, и мне только что удалось сбежать от них», — объяснил Хань Ли с улыбкой. «Увидев, что ты здесь, я предполагаю, что теперь ты в безопасности. Я должен поздравить тебя, брат Хань. Тебе удалось получить хаотическую Ци-Инь-Ян?» — спросил Чо Цигун с выжидающим, но слегка нервным выражением в глазах. «Я уверен, что вы двое лучше меня осведомлены о том, пропал ли какой-нибудь источник хаотической Цинь-Ян в запечатывающем дьявола замке», — ответил Хань Ли, приподняв бровь. Чо Цигун и Фэн Се не только не пришли в ярость от этого ответа, они оба были в восторге, услышав ответ Хань Ли. «Хе-хе, мы действительно почувствовали беспорядки в запечатывающем дьявола замке вскоре после того, как наши пути в последний раз разошлись. Но мы оказались здесь в ловушке и пострадали от ограничений в этом сокровище, поэтому у нас было лишь смутное ощущение этого беспорядка. Таким образом, мы все еще требуем от тебя подтверждения. Судя по тому, что ты сказал, можно ли с уверенностью предположить, что ты уже получил хаотическую Ци-Инь-Ян?» Фэн Се внезапно заговорил с Хань Ли гораздо более вежливо, чем раньше.
Я столкнулся с некоторыми неудачами во время процесса, но я действительно уже извлек хаотическую ци инь-ян ци. Не пора ли вам раскрыть мне метод улучшения? Спросил Хань Ли. Нет никакой спешки. Мы оба полностью доверяем тебе, но не должен ли ты показать нам какое-нибудь доказательство того, что тебе удалось извлечь хаотическую ци инь-ян? Осторожно спросил Чо Цигун. Фэн Се тоже кивнул в поддержку слов Чо Цигуна. «Я так и знал, что ты это спросишь». Хань Ли предвидел такую просьбу и резко потер руки, а затем протянул их к Фэн Се и Чо Цигуну. Дуги золотых молний вырвались из ладоней каждой руки, и они устремились прямо к паре старых дьяволов. Увидев это, сердца двух дьяволов дрогнули, и один из них сделал хватательное движение, а другой широко открыл рот. Таким образом, одна из золотых дуг молний была поймана Фэн Се, а другая была поглощена Чо Цигуном. Они оба закрыли глаза и направили свое духовное чувство на соответствующую дугу молнии, а Хань Ли просто молча ждал, скрестив руки. Всего через несколько вдохов Фэн Се и Чо Цигун почти одновременно открыли свои глаза, и на их лицах появилось довольное выражение. Нет никаких сомнений, аура очень слабая, но это определенно аура хаотической ци инь-ян. Теперь, когда мы это подтвердили, давайте обсудим условия нашего сотрудничества, сказал Фэн Се, когда взволнованный взгляд снова появился на его лице. Напротив, выражение лица Хань Ли помрачнело, услышав это, и он спросил холодным голосом. «Разве ты не согласился дать мне метод улучшения половины хаотической ци инь-ян? Ты передумал?» «Вовсе нет, Даос Хань. Первоначальные условия нашего соглашения, естественно, не изменятся, но необходимо принять дополнительные меры при принятии решения о том, как именно мы собираемся облегчить обмен. В противном случае, как мы решим, должны ли мы передать сначала наш метод очищения, или ты должен сначала дать нам хаотическую ци инь-ян?» Чо Цигун усмехнулся. «Понятно. Мы все связаны клятвами, но перед лицом такого важного сокровища клятвы такого рода действительно не лишены серьезности», сказал Хань Ли, выражение его лица немного смягчилось. «Действительно, и именно поэтому Даос Фэн и я придумали способ облегчить обмен, который должен быть удовлетворительным для обеих сторон. Хотели бы ты услышать это, Даос Хань?» Спросил Чо Цигун. «Конечно, давай», равнодушно ответил Хань Ли. Все на самом деле очень просто. Мы разделим процесс обмена на несколько частей. Сначала мы дадим часть метода очищения, и если ты сочтешь его подлинным, ты можешь дать нам часть хаотической ци инь-ян, которую ты обещал нам. После этого мы продолжим давать части метода очищения в обмен на порции хаотической ци инь-ян. В конце этого процесса у тебя будет лишь небольшое количество хаотической ци инь-ян, которую ты будешь все еще должен нам, и я уверен, что ты не захочешь рискнуть негативной реакцией со стороны внутренних демонов из-за такого небольшого количества хаотической ци инь-ян. Точно так же мы не захотим отказаться от этой последней части хаотической ци инь-ян просто для того, чтобы утаить последнюю часть метода очищения, предложил Фэн Се. Хань Ли промолчал, услышав это, но задумчивый взгляд в его глазах указывал на то, что он явно тщательно обдумывал это предложение. Два дьявола были уверены, что Хань Ли согласится, но они все равно немного нервничали. Тем не менее, они оба были существами, которые прожили бесчисленное количество лет, и они были более чем способны сохранять бесстрастное выражение лица, ожидая решения Хань Ли. «Это хорошая идея. Мы сделаем, как вы говорите», — наконец решил Хань Ли. Фэн Се был в восторге и сразу же ответил. «Хе-хе, ты определенно принял мудрое решение, Даос Хань. Давай начнем наш обмен прямо сейчас. Это первая часть метода улучшения. Если ты не видишь проблем с этим, то должен передать нам первую порцию хаотической ци инь-ян в течение 3 дней. Если ты не сможешь сделать за это вовремя, то мы откажемся от этого обмена. Если это произойдет, не только тебе придется страдать от негативной реакции со стороны внутренних демонов, у нас также не будет возможности очистить хаотичную ци инь-ян». Хань Ли просто кивнул в ответ, и Чо Цигун, увидев это, махнул рукавом, отправив шар белого света в сторону Хань Ли. Хань Ли поднял руку, чтобы поймать шар белого света, и оказалось, что это безупречный белый нефрит. «Я собираюсь изучить этот раздел метода уточнения и вернусь так быстро, как только смогу. И только тогда я вынесу вердикт. Сейчас я ухожу», — спокойно сообщил Хань Ли, сложив кулак в кулак. Он сделал прощальный салют, затем распался на пятнышки духовного света. «Как ты думаешь, брат Чо, он выполнит свою часть сделки?» — спросил Фэн Се после того, как Хань Ли покинул это пространство. «Кроме нас и Сюэ Гуана, практически никто больше не знает о методе улучшения хаотической ци инь-ян. Если он хочет иметь возможность усовершенствовать ее, у него нет другого выбора, кроме как выполнить свою часть сделки». Глава 1968. Нападение на город.
В общем, отказаться от половины своей хаотической цинь-ян, безусловно, хуже, чем сохранить все. Но не иметь возможности использовать что-либо из нее. Он ни за что не откажется от чего-то, что могло бы дать ему мощный толчок к совершенствованию, уверенно ответил Чо Цигун. Я, конечно, на это надеюсь. Хе-хе, с этой хаотической цинь-ян мы не будем долго ждать, чтобы выбраться отсюда. Когда это время придет, мы сможем поймать этого сопляка вместе и насильственно извлечь другую половину этой хаотической цинь-ян из его тела. Он никак не сможет по-настоящему усовершенствовать себя за такое короткое время, сказал Фэн Се с возбужденным взглядом. Конечно. Это просто бред для простого человека-культиватора, такого как он, думать, что он может взять эту хаотическую цинь-ян для себя. Я вижу, что он довольно осторожный маленький паршивец, но он никак не мог ожидать, что мы уже сломали все ограничения в этом запечатывающем дьявола замке. Теперь все, что нам не хватает, это его хаотическая цинь-ян. Пока у нас есть полгода, чтобы усовершенствовать хаотичную цинь-ян до элементарного уровня, это будет достаточно, чтобы выбраться из этого запечатывающего дьявола замка. Когда это время придет, дни Сюэ-Гуана будут сочтены. Чо Цигун посмотрел на падающие с неба снежинки, и в его глазах появился намек на безумие. Ха-ха, я действительно с нетерпением жду этого дня. На лице Фэн Се также появилась зловещая улыбка. Между тем, за пределами запечатывающего дьявола замка Хань Ли забрал свой клон духовного чувства, и его зарождающаяся душа также вернулась в его тело. Он медленно открыл глаза, а затем перевернул руку, чтобы достать этот белый нефритовый листок. Он крепко прижал нефритовую полоску к колбу, а затем вложил в нее свое духовное чутье, чтобы изучить ее содержимое. Там действительно был довольно глубокий, хотя и неполный метод уточнения, который состоял примерно из 1000 символов. По мере того, как Хань Ли изучал содержание этого неполного метода усовершенствования, его выражение лица начало претерпевать незначительные изменения, и он погрузился в медитацию на 2 дня и 2 ночи, прижав нефритовую пластину к колбу. На 3-е утро он окончательно избавился от своего духовного чувства, и нефритовая накладка на его лбу тотчас же рассыпалась в прах. К этому моменту он, естественно, уже полностью запомнил содержимое нефритовой карточки. Метод улучшения выглядит реальным. Даже если эти 2 старых дьявола захотят что-то попробовать, я уверен, что они не рискнут испортить этот обмен с самого начала, пробормотал Хань Ли, когда на его лице появился задумчивый взгляд. Некоторое время размышляя над этим вопросом, Хань Ли пришел к решению. Я должен бросить этот запечатывающий дьявола замок обратно в царство старших дьяволов после того, как получу метод улучшения. Похоже, я не смогу дождаться, пока смогу отправиться в царство старших дьяволов с патриархом Лонгом и другими. Мне просто нужно бросить его в случайный узел, где наши 2 мира уже перекрываются. Приняв это решение, он провел рукавом по воздуху, чтобы высвободить флакон из синего нефрита, содержащий хаотическую цинь-ян, а затем снова положил руку на макушку своей головы. В то время как Хань Ли прятался в первозданном мире рядом с человеческой территорией, по крупицам выменяв метод усовершенствования у Чо Цигуна и Фэн Се, город глубокого неба уже был полностью окружен. Перед каждой городской стеной была построена серия дьявольских крепостей высотой в несколько тысяч футов, и в этих крепостях находилось бесчисленное количество элитных дьявольских воинов в доспехах. Массивные летающие пагоды также появились в воздухе над дьявольской армией, и их окружили бесчисленные летающие экипажи и боевые ковчеги. Между твердынями была череда каменных гор и кратеров разных размеров, внутри которых обитали бесчисленные дьявольские твари разного уровня силы. На гигантской платформе на вершине одной из дьявольских крепостей находилось более сотни высококлассных дьявольских существ, издалека оценивающих город глубокого неба. Их вел молодой человек в малиновой мантии с холодным выражением лица. Но если бы кто-то внимательно посмотрел на него, он бы обнаружил, что он, кажется, довольно рассеян, как будто его мысли были где-то в другом месте. Тем временем другие высококлассные дьявольские существа что-то обсуждали между собой вполголоса. Вскоре молодой человек в малиновой мантии отвел взгляд и сказал: «Пришло время. Начинайте атаковать город. Я хочу, чтобы город глубокого неба был полностью завоеван в течение нескольких лет». Все окружающие дьявольские существа показали на лицах серьезные выражения. Услышав это, и они ответили в унисон: «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы убедиться, что это произойдет, мастер Сюэ Гуан». Рядом с молодым человеком в малиновой мантии стоял охранник в красных доспехах, и он тут же подбросил предмет, который держал в воздух. Шар серебряного света мгновенно поднялся в небо, поднявшись на высоту более 100 000 футов, прежде чем взорваться с оглушительным грохотом. Затем в воздухе появилась серебряная руна диаметром около 1000 футов, излучающая ослепительный серебряный свет. Ряд других немного меньших серебряных рун также быстро поднялся в воздух по всему городу глубокого неба, как будто резонируя с этой первоначальной гигантской серебряной руной. Все дьявольские существа в воздухе и на земле немедленно начали готовиться к битве, увидев это.
В крепостях вспыхнула серия гигантских световых образований, после чего бесчисленные черные шары света размером с небольшую гору появились в воздухе над твердынями, а затем устремились прямо к городу глубокого неба. Пространство вслед за гигантскими световыми шарами резко искривилось и исказилось, указывая на то, что каждый световой шар был наделен огромной силой. Дьявольские пагоды и летающие экипажи в плотной дьявольской ци также начали атаковать, посылая сверху бесчисленные столбы света. Еще до того, как эти атаки нарушили защитные ограничения, установленные над городом глубокого неба, в воздухе над городскими стенами появились ряды формирований. Вспыхнул пятицветный свет, и бесчисленные огненные шары, ветреные лезвия, ледяные шипы и другие магические защиты вырвались вперед в безумии, чтобы столкнуться с атаками, развязанными дьявольской армией. Сокрушительные грохоты раздавались один за другим, когда сверкающие вспышки света освещали темное небо. В этом свете можно было различить группы дьявольских тварей, несущихся к городу глубокого неба, словно сотни гигантских питонов. Некоторые из этих дьявольских зверей скакали по земле, некоторые скользили на малых высотах, а некоторые энергично хлопали крыльями, взмывая все выше в воздух. В то же время к городу медленно приближалась группа летающих экипажей и гигантских ковчегов. Внезапно возле гигантских летающих дьявольских зверей появились группы дьявольских воинов в доспехах. Эти воины либо стояли на вершинах дьявольских облаков, либо восседали на дьявольских конях. Таким образом, дьявольское нападение на город глубокого неба официально началось. Глубоко в густом лесу светлокожая красавица в черных доспехах сидела под массивным деревом с закрытыми глазами в медитации. Рядом с ней стояла другая женщина в синем роскошном платье, которая с беспокойством оценивала ее. Через некоторое время женщина в черной броне выдохнула и медленно открыла глаза. «Ты полностью выздоровела, сестра Лю Цзи?» — поспешно спросила Юань Ча, когда на ее лице появилось ликующее выражение. Если бы от истинного пламени заката Баахуа было так легко оправиться, то она не была бы так известна в нашем священном царстве. Я приняла несколько духовных пилюль, но мне едва удалось залечить свои раны. Я уйду в уединение, по крайней мере, на столетие, иначе я никак не смогу полностью выздороветь. Однако совершенно ясно, что Баахуа также еще не оправилась от полученных травм. В противном случае этот мой клон определенно не смог бы выжить после ее закатной стрелы, ответила Лю Цзи. Действительно. Однако тот факт, что наши истинные тела не могут спуститься в это царство, ставит нас в невыгодное положение по сравнению с ней, вздохнула Юань Ча со сложным выражением лица. Мы действительно не смогли бы противостоять ей сами по себе, но нынешняя Баахуа уже не тот прославленный священный предок, которым она когда-то была. В нашем распоряжении дьявольская армия, и нам не нужно сражаться с ней в одиночку. Однако после того, как мы вернемся, убедись, что ты никуда не пойдешь без крайней необходимости. Только оставаясь в дьявольской армии, мы сможем обеспечить собственную безопасность, холодно сказала Лю Цзи. Спасибо за ваши слова предостережения, сестра. Но судя по характеру Баахуа, я не думаю, что она была бы так сильно заинтересована в выслеживании нескольких наших клонов, и это в любом случае не помогло бы ее текущей ситуации. Она должна знать, что священное жертвоприношение уже началось, но все же осмеливается появиться здесь. У нее должен быть какой-то скрытый мотив, осторожно сказала Юань Ча. Скрытый мотив? Какой у нее может быть мотив, кроме как оправиться от ран и восстановить свою магическую силу? Лю Цзи холодно усмехнулась в ответ. Это правда. Баахуа довольно известный мастер прорицания в нашем святом королевстве. Может ли быть так, что она здесь, потому что выследила что-то, что может помочь ей выздороветь? В противном случае она очень рискует. Лю Цзи слегка запнулась, услышав это, прежде чем в ее глазах появилось задумчивое выражение. Возможно, так. Давай отложим это дело на другой раз. А пока я верну тебя на человеческую территорию. Пока мы можем воссоединиться с другим твоим клоном, нам не о чем беспокоиться, предложила Юань Ча. Глава 1969. Угроза для племени Лиса. Я прошла через все эти неприятности не для того, чтобы прокрасться в царство за спинами этих старых чудаков, прячась как трусиха. Я пришла сюда, чтобы обеспечить больше выгоды для нас двоих. Как священные предки, мы также получим право собственности на половину человеческой территории, которую нам удастся завоевать в этом царстве духов. Я не могу просто спрятаться и упустить такую фантастическую возможность. Сказала Лю Цзи. Тогда что ты предлагаешь нам делать, сестра? Спросила Юань Ча, нахмурив брови. Как только мы вернемся, я собираюсь принять пилюлю драконьего замка, чтобы стимулировать скрытый потенциал этого клона, чтобы он мог временно восстановить 90% своей магической силы. После этого я все еще смогу помочь тебе из тени, пока мы не столкнемся с чрезмерно сильными противниками, торжественно сказала Лю Цзи. Юань Ча была очень удивлена, услышав это. Таблетка драконьего замка.
Но если ты примешь эту таблетку, тебе придется уйти в уединение как минимум на 1000 лет, чтобы оправиться от травм и побочных эффектов таблетки. Это очень большой срок. Да будет так. Если мы сможем получить достаточно выгоды, то вряд ли будет иметь какое-либо значение, что мой простой клон должен будет уйти в уединение на 1000 лет. В течение этого времени мне придется побеспокоить тебя, чтобы защитить меня, чтобы этот клон не погиб, сказала Лю Цзи. Будь уверена. Я спустилась в это царство духов с единственной целью помочь тебе, сестра. Кто бы мог подумать, что мы встретим здесь Баахуа? К сожалению, получилось именно так. Но это всего лишь досадная случайность, сказала Юаньча с кривой улыбкой. Баахуа выбрал путь, который расходился с нашим, поэтому нам всегда суждено быть врагами. Победитель получает все, а проигравший ничего не получает, так всегда было в нашем святом царстве. Если бы я потерпела поражение в тот день, то судьба, которая бы меня постигла, определенно была бы намного более трагичной, чем нынешняя ситуация Баахуа, холодно фыркнул Лю Цзи в ответ. Возможно. Однако Баахуа — одна из 3 великих патриархов нашей святой расы. Полностью стереть ее влияние будет очень трудно. К тому же у нее много людей, которые верны ей, вздохнула Юаньча. Ее влияние, как патриарха, естественно, намного превосходит наше влияние священных предков. Однако, каким бы большим влиянием ни обладал человек, их влияние все равно не выдержит испытания временем. Через 30 или 40 тысяч лет, может, все еще будут люди, которые помнят ее и верны ей, но через 100 тысяч лет или даже миллион лет ее влияние определенно прекратится. Тем не менее, мы не можем просто позволить ей бродить по этой области. Как только мое истинное тело сможет спуститься в это царство, я организую группу людей, специально нацеленных на нее. Мы, естественно, не можем положить конец ее жизни, но в то же время мы определенно не можем позволить ей помешать нашим планам. Сказала холодным голосом Лю Цзи. Поскольку ты уже приняла решение, у меня, естественно, нет возражений. Теперь, когда тебе удалось закрыть свои раны, давай немедленно вернемся на человеческую территорию. Город уже был почти полностью разрушен. Возможно, мы сможем завоевать город, как только вернемся, сказала Юаньча, когда на ее лице внезапно появился намек на волнение. Напротив, Лю Цзи была намного спокойнее. Армия, возглавляемая моим другим клоном, состоит из элитных сил, отобранных мной лично. Она может войти в 3 лучших армий, спустившихся в царство духов, поэтому для меня было бы удивительно, если бы эта армия не смогла завоевать ни одного человеческого города. Это правда. Иначе у этого твоего клона не было бы лишних возможностей послать меня, чтобы помешать планам людей, усмехнулась Юаньча. Поехали. Надеюсь, все пройдет так гладко, как мы себе представляем, сказала Лю Цзи, глядя в небо. Жаль, что мы позволили этому ханьскому отродью уйти, проворчала Юаньча, когда на ее лице появилось разочарованное выражение. Лю Цзи просто улыбнулась и промолчала, прежде чем открыть рот, чтобы выпустить шар красного света. Красный свет содержал полупрозрачную красную летающую повозку размером всего в несколько дюймов. Повозка была чрезвычайно сложной, и она тут же мгновенно увеличилась в размере до нескольких десятков футов. Юаньча без колебаний уселась на эту повозку, и Лю Цзи тоже поднялась на ноги, прежде чем медленно погрузиться в нее. В следующее мгновение летающая повозка умчалась вдаль полосой красного света. 5 месяцев спустя священный город, один из 3 суверенных городов человечества, был, наконец, захвачен дьявольской армией. Мало того, что все человеческие культиваторы в городе были убиты, даже старейшинам стадии интеграции тела не удалось сбежать. Тем не менее, эти старейшины оставили дьявольской армии огромный сувенир на память, взорвавшись вместе, чтобы убить такое же количество дьявольских лордов, как и тысячи дьявольских существ высокого уровня. Единственной, кому удалось сбежать, была недавно назначенная духовная владыка, которая высвободила невероятную способность увеличить свои силы до непостижимой степени. В конце концов, она смогла проложить себе путь к бегству, и, несмотря на тяжелые раны, ей в конце концов удалось бежать. После этой битвы больше не поступало никаких новостей о духовной владыке. В порыве ярости высокоуровневые дьявольские существа дьявольской армии убили всех захваченных ими людей-культиваторов и срубили гигантское дерево, которое было символом города духов-владык. Весь город был разрушен, и осталось очень мало зданий. Однако в этом сражении дьявольское войско также понесло большие потери. Таким образом, вместо того, чтобы немедленно продолжить движение по близлежащей территории, они отдохнули и восстановили силы в руинах города духов-владык и начали пополнять ряды своих потерянных дьявольских зверей через проходы, ведущие в царство старших дьяволов. Что было совершенно удивительным для оставшихся человеческих сил в районе Тяньлинг, так это то, что дьявольская армия начала строить дьявольские крепости и твердыни на завоеванной ими территории. Они также начали сажать несколько чернильно-черных дьявольских деревьев, которые выпускали дьявольскую ци в близлежащем районе, и казалось, что они планировали навсегда поселиться в царстве духов.
И, естественно, это было довольно тревожным открытием, и человеческие воины сделали все, что в их силах, чтобы донести эту информацию до населенных пунктов в других областях. Вскоре после этого об этом узнали все самые известные человеческие поселения, включая город Глубокого Неба. На первый взгляд, они не проявляли особой реакции на это, но за кулисами было не так спокойно. В первобытном мире около дюжины пагод высотой около 1000 футов появились в центре густого первобытного леса на краю территории племени Лиса. Эти пагоды были соединены участками серых городских стен, образуя небольшую крепость диаметром около 500 метров. Внутри этой крепости бурлила плотная дьявольская ци, и можно было увидеть группы облаченных в доспехи дьявольских существ, патрулирующих городские стены. В воздухе над крепостью была черная дыра площадью около акра. Это один из узлов, где царство старших дьяволов пересекалось с царством духов. Однако по сравнению с суперузлами, появившимися на территории человечества, этот был совершенно незначительным и миниатюрным. Все краснокожие дьявольские существа, патрулировавшие цитадель, обладали довольно тусклыми базами культивирования, и они не казались настоящей дьявольской элитой. Это было вполне обычным явлением. В конце концов, раса старших дьяволов определенно не собиралась посылать свои элитные силы в такой крошечный пространственный узел. На самом деле, если бы не тот факт, что количество узлов на территории племени Лиса было намного меньше, чем на территориях людей и демонов, здесь вообще не было бы никаких дьявольских твердынь. Судя по большим скоплениям обугленных деревьев и бесчисленным воронкам, изрезавших поверхность земли, можно было видеть, что здесь произошло немало битв, но проигравшими в этих битвах явно были не эти дьявольские существа. Конечно, это было также потому, что племя Лиса не обращало особого внимания на такой маленький дьявольский узел. Вместо этого они направили подавляющее большинство своих сил на гигантские узлы, которые на самом деле представляли угрозу для племени Лиса. Однако для местных поселений племени Лиса эти небольшие узлы представляли серьезную угрозу. Таким образом, время от времени они собирали группу воинов для нападения на крепость, но, к сожалению, до сих пор все их усилия были напрасны. Кроме того, эта дьявольская цитадель могла постоянно черпать энергию из дьявольского узла наверху, поэтому она неуклонно становилась все более могущественной. Это, естественно, посеяло еще большую панику среди близлежащих поселений племени Лиса, и частота атак, которые они развязали, еще больше возросла. В этот день в нескольких десятках километров от дьявольской крепости появилась группа существ племени Лиса. Они были облачены в желтые и зеленые деревянные доспехи и медленно продвигались к крепости, используя приемы скрытого передвижения. Базы культивирования этих существ племени Лиса сильно различались, но все они двигались очень скрытно и, казалось, были достаточно хорошо обучены. Их возглавляли пожилой мужчина на стадии пространственной закалки и пара среднего возраста на поздней стадии преобразования божества, и эти трое также были теми, у кого была самая высокая база совершенствования в группе. Все трое шли впереди группы, осторожно переговариваясь друг с другом посредством голосовой связи. «Спасибо, что оказали нам помощь, старейшина Джу. Если вы поможете нам разрушить эту дьявольскую крепость, мы обязательно отблагодарим вас щедрой наградой за ваши усилия», благодарно сказал мужчина средних лет. «Нет нужды благодарить меня. Я тоже член племени Лиса, так что это справедливо, что я вношу свой вклад в сопротивление этим дьявольским существам. Однако я сильно рисковал, приехав сюда и оставив свою семью. Я боюсь быть разоблачен, так что нам придется позаботиться о делах здесь как можно быстрее», сказал пожилой мужчина слегка обеспокоенным тоном. «Будьте уверены, старейшина Джу, мы собрали все самые могущественные силы, которые у нас есть, и мы также намерены покончить с этой крепостью в этой битве. В противном случае, чем дольше все это будет тянуться, тем пагубнее будет нам. Благодаря нашей последней битве мы смогли определить, что самыми сильными культиваторами в крепости являются только 4 дьявольских существа стадии преобразования божества. С вашей помощью, я уверена, мы сможем победить их», сказала женщина средних лет. «Если это все, что у них есть, тогда вы можете оставить их всех мне, пока вы все сосредоточитесь на уничтожении этого дьявольского узла. Без этой штуки, висящей над нашими головами, эти дьявольские существа больше не будут представлять для нас угрозу», сказал пожилой мужчина. Услышав это, пара средних лет обменялась взглядами, прежде чем кивнуть в знак согласия. «Хорошо, мы сделаем, как вы говорите, старейшина Джу. После того, как мы уничтожим этот узел, мы поможем тебе убить этих высококлассных дьявольских существ». Выражение лица пожилого мужчины смягчилось после получения этого утвердительного ответа, и они втроем еще некоторое время обсуждали стратегию, прежде чем сосредоточиться на продвижении вперед. Однако, независимо от того, были ли это трое высокоуровневых существ племени Лиса или 1000 других существ племени Лиса, что шли с ними, никто из них не заметил пары призрачных глаз, которые вспыхивали голубым светом, оценивая их из темного облака, что висело над лесом. Владельцем пары духовных глаз был никто иной, как Ханли, и он взглянул на группу, а затем перевел взгляд на дьявольскую крепость с задумчивым выражением в глазах.
Внезапно на его лице появилась улыбка, и он вылетел из облака неясной лазурной тенью, летя к дьявольской крепости вместе с группой существ племени Лиса. Глава 1970. Проникновение. Примерно через 10 минут возле дьявольской твердыни внезапно раздался громкий взрыв, после которого более сотни деревянных гигантов высотой в несколько сотен футов выскочили из густого леса во вспышке зеленого света. Они устремились к цитадели, словно безжалостные шары-разрушители, за ними последовала группа существ племени Лиса. В их руках появилось несколько зеленых деревянных копий, луков и стрел, и снаряды обрушились на крепость проливным дождем. Все выпущенные копья и стрелы мгновенно увеличились в несколько раз по сравнению с первоначальным размером, прежде чем врезаться в защитный световой барьер вокруг цитадели, вызывая рябь, бегущую по его поверхности среди непрерывной череды оглушительных ударов. В этот момент деревянные гиганты достигли крепости, и их руки превратились в гигантские белые металлические молоты, которые с яростной силой обрушили свои сокрушительные удары на световой барьер. Световой барьер начал сильно трястись и, казалось, вот-вот рухнет. Все произошло в течение нескольких вдохов, и только сейчас дьявольские существа в крепости отреагировали на ситуацию. Громкие сирены немедленно раздались по всей крепости, в то время как вспышки черного света спустились с городских стен, прежде чем дождем обрушиться на наступающих существ племени Лиса. Вот-вот должна была развернуться очень ожесточенная битва. Черный и зеленый свет вспыхивали и переплетались, образуя гигантскую сеть над крепостью, которая непрерывно грохотала и вспыхивала. Деревянные гиганты казались немного неуклюжими и медлительными, но их тела были тверды, как железо и сталь, и атаки обычных дьявольских существ могли нанести лишь незначительные царапины и выбоины на их тело. Через некоторое время они проделали гигантский проем в городской стене и совершенно бесстрашно бросились вперед. Эти деревянные гиганты обладали могучей силой. Они шагали так, что от их топота опадала листва с деревьев. Их огромные тела казались несокрушимыми. Они были чрезвычайно удобны для штурма крепостей, так как обладали гигантскими руками-молотами, которыми запросто разбивали фарш всех дьявольских существ, что вставали перед ними. Они провели за собой других существ племени Лиса прямо в дьявольскую крепость, но их действия также привели в ярость высокоуровневых дьявольских существ, что находились в крепости. Один из них издал громкий крик, и из нескольких гигантских зданий в крепости тут же раздалось несколько угрожающих рыков. Сразу же после этого из этих зданий выбежало около дюжины носорогоподобных дьявольских зверей длиной около 100 футов. У всех этих супердьявольских зверей были ярко-красные глаза, и они открыли свои рты, чтобы извергнуть столбы белого света, которые мгновенно поразили деревянных гигантов. Около дюжины деревянных великанов тут же споткнулись и едва не рухнули на землю. Кроме того, на тех частях их тел, которые были поражены столбами света, появились обугленные дыры. Остальные деревянные гиганты продолжали атаковать гигантских тварей, но и сверхдьявольские звери не отступали. Они опустили головы и бросились на приближающихся деревянных гигантов, чтобы вступить с ними в ожесточенный бой. Раздались оглушительный рев и раскатистый грохот, и обе стороны, казалось, были на равных. Это была эпическая битва громадных существ, но вовсе не они решали исход этого штурма. Основная битва происходила в воздухе, где на высоте десятков тысяч футов над землей пожилой мужчина и пара средних лет столкнулись лицом к лицу с 4 дьявольскими существами в доспехах. Существо высокого уровня, похожее на гигантского медведя, взглянуло на пожилого мужчину, и вместо того, чтобы запаниковать или встревожиться, на его лице появилось зловещее выражение, когда он сказал: мне интересно, что придало тебе смелости напасть на нас? А вы, значит, привели с собой подкрепление. Вы намного облегчили нашу работу. После убийства этого старого пердуна в этой области не должно быть никаких существ племени Лиса с более высокой базой культивирования». Выражение лица пары средних лет немного изменилось, когда они услышали это, но пожилой мужчина оставался спокойным и собранным, когда он ответил холодным голосом: «Вы думаете, что группа дьявольских отбросов в стадии преобразования божества, таких как ты, может меня сломить? Твои силы могут подтвердить твои слова? Если мои спутники не в состоянии сбить тебя, то как насчет меня?» Раздался грохочущий гул, когда в воздухе вспыхнули пространственные флуктуации, и в центре 4 высокоуровневых дьявольских существ появилась черная фигура, прежде чем с холодным выражением лица оценить троицу племени Лиса. Это был мужчина в парчевой мантии с парой рогов на голове, и в его маленьких треугольных глазах читалась безжалостность. У пожилого мужчины сразу же упало сердце, когда он увидел это. Это было дьявольское существо поздней стадии пространственной закалки, в то время как он был только на стадии ранней пространственной закалки. Он, скорее всего, не мог сравниться с этим новым врагом. Пара средних лет не смогла определить точную базу совершенствования этого дьявольского человека, но они также могли почувствовать, что его аура была более мощной, чем у пожилого человека, и их лица значительно помрачнели. «Нам очень повезло, что вы нанесли нам визит, уважаемый посланник.
В противном случае у нас были бы большие проблемы здесь. Это лидеры сил сопротивления племени леса в близлежащем районе. «Мы позаботимся о них», — сказала медвежье дьявольское существо, почтительно поклонившись мужчине в парчевой мантии. «Хе-хе, эти трое все, с кем мы имеем дело. Я могу убить их всех одной рукой, связанной за спиной. Будьте уверены, я ни за что не позволю им уйти», — хохотал мужчина в парчевой мантии. Пренебрежительный взгляд в глазах сиял в его глазах, а дьявольская ухмылка изломила рот. В это время пожилой мужчина сделал глубокий вдох, чтобы подавить тревогу в своем сердце, а затем быстро передал свой голос паре средних лет. «У нас здесь проблемы, братья Даосы. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы сдержать этого дьявола. Немедленно позовите всех остальных». Сердце пары средних лет дрогнули, услышав это, и мужчина средних лет поспешно передал свой голос в ответ. «Не вступайте в прямой бой с этим дьяволом, старейшина Чжу. Если представится возможность, вы тоже должны отступить». Пожилой мужчина мрачно кивнул и больше ничего не сказал. Вместо этого он взмахнул обоими рукавами по воздуху, чтобы выпустить дюжину или около того лазурных деревянных шаров, каждый из которых превратился в лазурные шары света, охватившие всех 5 дьяволов перед ним. Холодный взгляд в глазах дьявола в парчевой мантии стал еще более уничижительным, когда он холодно фыркнул, из его рогов вдруг засиял ярко-красный свет. Вырвались бесчисленные алые нити, и все они с безошибочной точностью поразили окружающие шары лазурного света, прежде чем пронзить их во вспышке. Однако, прежде чем дьявол в парчевой мантии успел сделать что-нибудь еще, внезапно раздался хрустящий треск, похожий на звук разбитого фарфора. Все лазурные шары света взорвались в унисон и излучали ослепляющий духовный свет. Все 5 дьяволов немедленно закрыли глаза, инстинктивно реагируя на этот пронизывающий свет. Воспользовавшись этой возможностью, пара средних лет устремилась в разные стороны, как 2 полосы лазурного света, и в то же время они оба испустили долгие крики разных октав. 5 дьяволов были дезориентированы лишь на долю секунды, прежде чем немедленно вернуться в нормальное состояние, и, естественно, все они пришли в ярость, увидев это. «Я разорву тебя в клочья и буду мучить твою душу целую вечность. Иди и догони этих 2. Оставь этого старого пердуна мне», — проревел человек в парчевой мантии, потирая руки. Всплески чернильно-черной дьявольской ци вырвались из его тела, а затем сошлись, образуя двуглавую дьявольскую проекцию. Дьявольская проекция была довольно расплывчатой и нечеткой, и едва можно было различить ее грубую форму, но она была чрезвычайно быстрой и злобно набросилась на пожилого мужчину. Пожилой мужчина оставался спокойным, когда он открыл рот, чтобы выпустить несколько полос желтого меча ци. Меч ци образовал барьер меча, который защищал его от приближающейся дьявольской проекции, и он, казалось, был доволен, просто защищаясь от атак своего противника. Дьявольская проекция сразу же обрела значительное превосходство, как только столкнулась с мечом ци, но не смогла сразу же пробить барьер и убить пожилого мужчину. 4 дьявольских существа стадии преобразования божеств обменялись несколькими нерешительными взглядами, увидев это, а затем разделились на 2 группы, чтобы преследовать 2 полосы лазурного света. Между тем существа племени леса, которые только что ворвались в крепость внизу, все выразили удивление, услышав протяжные крики пары средних лет, но они немедленно развернулись и полетели назад тем же путем, которым они пришли без каких-либо колебаний. Однако в данном случае дьявольские существа не хотели отпускать их так легко. Они издали яростные боевые кличи, когда бросились из крепости, чтобы преследовать отступающих существ племени леса, и ни один из деревянных гигантов не смог им помочь, поскольку они все были втянуты в битву с гигантскими зверями-носорогами. Таким образом, вся цитадель моментально погрузилась в состояние хаоса. Между тем никто не заметил, как слабая лазурная тень появилась высоко в воздухе прямо под дьявольским узлом, а затем вернулась к своей первоначальной форме, показывая, что это Хань Ли. Узел был покрыт слоем чернильно-черной дьявольской ци, и узел охраняли более сотни дьявольских существ и дюжина или около того боевых каноэ. Они явно были намного сильнее, чем среднее дьявольское существо в крепости, и их совершенно не трогала битва, происходящая под ними. Эти дьявольские существа, естественно, были очень встревожены, увидев, что кто-то внезапно появился перед ними, но прежде чем они успели что-либо сделать, Хань Ли провел рукавом по воздуху, чтобы выпустить свои лазурные бамбуковые мечи облачного роя, которые превратились в сотни лазурных нитей, которые мгновенно растворились в воздухе. В следующее мгновение все дьявольские существа и их летающие сокровища были разорваны полосами лазурного меча ци, после чего Хань Ли открыл рот, чтобы выпустить шар серебряного пламени. Серебряный огненный шар взорвался, как только появился, разлетевшись по воздуху бесчисленными серебряными искрами. Останки этих дьявольских существ и их боевые каноэ были подожжены, как только они соприкоснулись с этим серебряным пламенем. Они были моментально испепелены в небытие. Сразу после этого над телом Хань Ли появились слои пятицветного света, когда он быстро сделал ручную печать и полетел прямо в плотную дьявольскую ци.
Эта дьявольская ци явно должна была быть своего рода ограничением, но она просто уступила место пятицветному свету вокруг тела Хань Ли. В мгновение эко Хань Ли прошел через дьявольскую ци и прибыл к дьявольскому узлу наверху. Узел представлял собой обширное пространство тьмы, из которого время от времени вырывались всплески дьявольской ци. Увидев это, на лице Хань Ли появилось торжественное выражение, и после короткой паузы для размышлений он сделал ручную печать, чтобы призвать древние черные дьявольские доспехи, которые тут же наделись на его тело. Затем бесчисленные черные руны вырвались из доспехов и тоже окутали все его тело. Сразу после этого из его тела вырвался чрезвычайно ослепительный и яркий свет, и он превратился в гигантского пятицветного небесного феникса. Этот небесный феникс излучал чрезвычайно властную ауру и взмахивал крыльями, посылая слабые колебания в близлежащее пространство, мгновенно уничтожая все приближающиеся порывы черного ветра. Затем гигантский небесный феникс влетел прямо в массивную черную дыру.